Всем привет! Меня зовут Артем Дервоед, и это серия видеоуроков игры на классической гитаре. Сегодня я буду играть на гитаре Yamaha CG122MC, на которой я установил струны D'Addario Pro Arte Dynacore. Итак, правая рука. Движения правой руки крайне физиологичны. И эти движения мы знаем с самого рождения, они заложены у нас в подсознании, и мы не учимся в музыкальной школе для того, чтобы ими овладеть. Это движение собирания пальцев в кулак. Посмотрите, у каждого пальца есть своя траектория. Большой палец двигается сюда, эти пальцы каждый на свое место. И они нигде не соприкасаются, их траектории нигде не пересекаются. Это очень важный момент. Точно так же мы играем и на гитаре. У каждого пальца, как вы видите, есть своя траектория, и они нигде не мешают друг другу. Существует несколько версий того, как же правильно ставить правую руку. Я вам расскажу о своей версии. Итак, прямая линия в правой руке – это некий такой срединный путь, точка 0, из которой мы можем идти как вправо, так и влево. Если мы занимаем какую-то крайнюю позицию, экстремально вправо или экстремально влево, это не настолько функционально, как если бы мы находились посередине. Я продемонстрирую, как можно двигаться кистью вправо и влево. Если нам нужна определенная краска, мы поворачиваем кисть направо. Если нам нужна краска более мягкая и более глубокий звук, мы поворачиваем кисть налево. Помните, что от угла соприкосновения струны и ногтя зависит красота вашего звука. Но красота – это критерий очень относительный. Сейчас я покажу небольшой эксперимент. Я не буду менять положение правой руки, но я буду менять угол струны относительно ногтя. А вы уже сами решите, что для вас более благозвучно, что менее. И в обратную сторону. Как вы слышали, с изменением угла окраска звука очень сильно меняется. Поэтому вы можете сами выбирать, какой звук вам больше всего подходит. Тем не менее, правая рука. Здесь прямая линия, и здесь струны и ногти находятся под небольшим углом, что нам позволяет двигаться вправо, когда нам нужна определенная краска, а также когда мы играем по басовым струнам. Я сыграю сейчас гамму до мажор вниз. Если мы играем по басовым струнам параллельно, у нас получается очень много призвуков от ногтя. Поэтому в идеальном варианте мы должны немножко разворачивать руку направо, когда мы двигаемся к басовым струнам. Выглядит это так.
И когда мы двигаемся вверх к верхним струнам, мы разворачиваем ее немножко обратно. То есть у нас получается вот такое движение. Когда мы играем какую-то медленную, красивую музыку или кантилену, то, конечно же, мы стремимся к какому-то очень мягкому и глубокому звуку. Именно в этом случае мы можем чуть-чуть разворачивать кисть влево и достигать именно такой глубокий звук. Вариативность в правой руке очень важна. Не стоит зацикливаться на каких-то определенных направлениях и школах, что держать руку нужно только так, или только так, или только так. Ее можно держать по-разному, в зависимости от того, какие цели вы преследуете. А сейчас мы поговорим о кисти. Некоторые играют с очень высоко поднятой кистью, некоторые играют с низко опущенной. И здесь я также выбираю некий срединный путь, от которого можно двигаться в плюс и в минус, и возвращаться всегда в точку 0. Для чего нам нужна поднятая кисть? Обычно это используется для игры большим пальцем. Когда мы поднимаем кисть, у нас появляется больше свободы в большом пальце, а также мы можем использовать амплитуду самой кисти. Когда у нас очень сильно опущена кисть, мы не можем с такой скоростью двигать большим пальцем, но это позволяет нам извлекать очень глубокие звуки без участия ногтя. Также низкое положение кисти используется для того, чтобы глушить соседние струны. Когда у нас очень много открытых струн, если мы их не глушим, они все остаются и звучат, создают грязь. Используя большой палец, мы можем убирать эти струны. И для этого нам опять же нужна более низкая кисть. С высокой кистью это практически невозможно. Сейчас я покажу распространенную ошибку, которая встречается и у детей, и у взрослых. Это когда траектория большого пальца и указательного пальца пересекается. Этого мы должны избегать. Например, когда мы играем тремоло, это и так сложный прием, который требует отдельной проработки, иногда многолетней. И очень часто при игре в тремоло большой палец уходит вот сюда, внутрь ладони, и тем самым мешает играть вот этим пальцем. Как это должно выглядеть? Как вы видите, снова это движение, когда мы не полностью замыкаем пальцы в кулак, но, тем не менее, используем вот эту траекторию. Еще одна распространенная ошибка, когда
звук извлекается с помощью локтя, а не с помощью пальца. Дело в том, что это тоже допустимо, но при игре аккордами. Когда мы, например, играем арпеджио, мы должны играть именно пальцами. Поэтому я бы порекомендовал очень простое упражнение, в котором вы не будете отвлекаться на левую руку и сконцентрируетесь на двух важных вещах в правой руке. Первое – направление движения пальцев. И второе – это движение только пальцами, без рывков всей рукой. Это был неправильный вариант. А вот это правильный. И не забывайте, что мы не находимся в экстремальных точках, мы находимся в точке 0. У нас прямая рука, мы не задираем кисть и не опускаем кисть. Мы находимся посередине, как в этой линии, так и в подъеме кисти. И еще один важный момент, о котором я хотел бы поговорить. Меня часто спрашивают, как правильно держать правую руку. Стоит ли ее держать на весу, либо расположить на корпусе гитары. Я считаю, что на весу располагать ни в коем случае нельзя. Нам нужно зафиксировать здесь вот эту точку. И весь вес руки постараться распределить именно сюда. Таким образом, если самое тяжелое место у нас находится здесь, то здесь, в кисти, у нас абсолютная свобода. Что же касается именно пассажной техники, нам не нужно играть гаммы или любые другие пассажи с помощью того, что мы перемещаем локоть к небу или к земле. Мы фиксируем здесь локоть, а все изменения происходят снова в кисти. Итак, двигаясь вверх, мы приподнимаем кисть, и двигаясь вниз, мы ее опускаем. Держа руку постоянно на весу, у вас появляется дополнительное напряжение в плечах, в локте, ну и в самой руке, что нам абсолютно не нужно. Поэтому помните, что в кисти нам нужна полная свобода, весь вес руки мы фиксируем здесь и стараемся не зажимать плечи и в целом не перенапрягать руку. Итак, сегодня мы поговорили о постановке правой руки, что является фундаментом игры на классической гитаре. В следующий раз мы будем говорить о левой руке. Оставайтесь с нами. Пока.